Я приветствую всех вас на канале Таро Инспирационы, мои дорогие девочки. Таро расклад. Время пришло. Ключевые события твоей жизни. Порой мы понимаем, что то, что было еще вчера надежным, любимым, уже сегодня нас заставляет увидеть какую-то новую реальность. Однажды мы принимаем тот факт, что шли не туда или потеряли много времени на то, что вело изначально в тупик. Мы пытаемся интуитивно, словно на ощупь, прочувствовать новые направления. Но одно совершенно точно. Мы не хотим ни тупика и не хотим ошибиться. Мы уже где-то готовы закрыть в прошлое дверь. Или даже закрыли ее. Но внутреннее сожаление, разочарование, где-то еще грусть нас пока не отпускают. И наш расклад будет так и называться, или, может быть, где-то характеризовать то состояние, когда, да, мы приняли эту самую реальность. И, закрыв прошлое дверь, села я и заплакала. Заплакала, потому что что-то я не могу изменить. И вот вы, мои дорогие, может быть, тоже есть какая-то концепция, которую, вы понимаете, я на это не влияю. Я не могу повлиять на решение человека. Или у каждого здесь свое. Я не могу изменить ход внешних событий или обстоятельств. Моя задача отстроить мою какую-то концепцию счастья. Даже в той ситуации или в той обстановке, когда у меня может валиться все из рук. Или этот период я уже прожила, но сейчас для меня еще тысячи неопределенностей. Реальность как будто мы приняли, но еще сложные эмоции нас не отпускают. И тем не менее, время пришло. Вот ваше время пришло, мои дорогие. Я часто, но в узком кругу употребляю этот расклад. Почему? Потому что это именно колода, а это у меня такая особенная для меня колода Таро иллюминатов, которая, ну, самая первая, наверное, или одна из самых первых. И она у меня специально подготовленная. Поскольку меня смотрят как и разные знаки зодиака, да, мы вот от этого не отталкиваемся. Наша ключевая карта, которую мы с вами сейчас будем искать, это карта императрицы. Путь императрицы. Вот давайте посмотрим. Я буду благодарна вашим комментариям. Это то, что нам сейчас будут охарактеризовать путь вас, вашей души. Можно воспринимать это как сигнификатор. И поэтому вот она, императрица. И сигнификатор следующий. Вот посмотрите, в конце у нас выпадает императрица, а предыдущие карты будут как раз характеризовать тот путь, с которыми или обстоятельства, с которыми вы столкнулись. Башня. Это вот все то, о чем я говорила в самом начале видео. Было какое-то разрушение, разрушение отношений. Или, может быть, мои дорогие, это было разрушение буквально физическое. У кого-то разрушился дом, вы потеряли человека. Или вы остались. Такое, к сожалению, бывает, когда ты и без работы, и без жилья, и без друзей, и без денег. Тяжелое очень состояние. Если кто-то скажет, так не бывает, бывает, я вам точно скажу. Когда-то я это пережила. И следующая карта у нас шут. Это следующее, это как с нуля. Мы понимаем, что да, в этой башне мы не можем находиться уже. Она уже разрушена. Она непригодна даже для того, чтобы мы задержались там хоть на миг. Мы идем вперед, мы идем в неизвестное. С одной стороны, мы понимаем, что да, тяжелая какая-то ситуация, она завершилась. Но, с одной стороны, риск в том, что мы не научились по-новому смотреть себе под ноги. Мы не научились еще пока правильно оценивать ситуацию. Мы вот эти обстоятельства тоже еще пока видим очень в каком-то своем контексте. Воодушевление, оптимизм нам где-то помогает. Но что мы встретим на своем пути, нам пока еще тоже неизвестно. И это есть риск, мои дорогие. Вот какое-то разрушение и следом риск у вас уже остался позади. Вы действительно закрыли в прошлое дверь. А дальше что следовало? Видимо, какой-то, ну, попытка отстроить свое новое будущее или новую концепцию «я», когда следом из какого-то нуля, из каких-то разочарований
Словно этого было мало, вы попали еще в какую-то ситуацию, когда вы могли столкнуться с людьми, которые пытались, может быть, под маской или под личиной, скажите так, вашего положения, но они-то выдавали это как помощь вам или какое-то содействие, а по факту они были просто вас заинтересованы. Или вы были кому-то удобны, потому что вы именно оказались в этой башне, и вас использовали. Это то, что было потом. Я долго на этом не останавливаюсь. Но опять же, вот этот путь вы опять прошли. И дальше у нас выпадает королева мечей, которая себе решила точно: я не буду вредить. И хоть камни с неба, я все равно своего добьюсь. Я все равно буду счастлива. И с теми, может быть, ситуациями, которые сейчас в моей жизни абсолютно негативные. Или пусть у меня даже какое-то разрушение. Я осталась один на один с реальностью, с обстоятельствами, может быть, с детьми, с какими-то еще обязательными действиями с моей стороны, когда мне, да, в одиночку, как отстроить свое благополучие придется. И решимость вот эта, она делает вас сильным. И с другой стороны, или сделала вас сильной, эта решимость еще и придает такого очень мощного фактора, когда вы становитесь очень внимательными к тем событиям, которые происходят вокруг, или к тем людям, которых вы встречаете. Вы уже теперь предполагаете, что меня и надурить, и обмануть могут. Но вот это глухое разочарование, вот действительно, как я сказала, закрыв прошлое дверь, села я и заплакала. То есть все равно по пятерке мечей это сильная позиция, но это разочарование. Может быть, даже у кого-то из вас, мои дорогие девочки, дальше был период, когда полная непримиримость. Вам не хотелось с кем-то контактировать. Вам не хотелось быть доброй, услужливой, или где-то вот прежде вы бы могли быть в таких энергиях, или излучать какую-то надежность, или быть кому-то удобной, а теперь нет. Вы с кем-то могли поругаться, у кого-то мог быть очень серьезный конфликт. Но поверьте, вот эти словно два или три этапа, вот тут у каждого немножко по-своему, вот эта перезагрузка, она была для вас совершенно необходима. Потому что по карте башни разрушилось все. И нет и ни планов, и нет ни какой-то стратегии. И, по сути дела, у вас так выпадает в конце карты, от чего я могу оттолкнуться? Только от самой себя. Хорошо, давайте мы пройдем по пути тех событий. Я сейчас разложу карты. Как же ключевые события будут строиться? Дальше, если вам подходит вот эта сигнификация, вы можете это к себе применить. Путь отшельника совершенно точно необходим. Это когда у меня свой путь. Это путь философа, мудреца. Это когда вы поставили что-то духовное или то, что важно для вас, в приоритет. Не кого-нибудь, не какие-то обстоятельства. Для кого-то из вас последующий путь был словно финансово тоже сложен, потому что отшельник здесь отнюдь не о деньгах, когда вы поняли, что если я буду снова ставить как финансы на первое место, то я буду снова в какой-то зависимой ситуации, потом снова произойдет какая-то башня. У кого-то может быть и так. Поэтому буквально выбрали себя и непростой путь. Итак, что же нам расскажут карты? Что же дальше? Ключевые события в вашей жизни. Что же следует за этой башней? Сейчас я просто разложу карты. Итак, будем смотреть, что из себя представляет башня. Почему это сложилось в вашей жизни. И каким образом вы нивелировали или нивелировать можете эту, свести к нулю, иными словами, башню. И мы рассматриваем первые карты еще как то, что это именно случилось, произошло. Почему произошла эта башня? А потому что был какой-то человек, скорее я могу предположить даже, может быть, в личной жизни или события в жизни человека, который тоже
Каким-то образом для кого-то мог быть супругом или человеком очень близким, вам по духу, или когда вы даже строили планы. Но наступил тот момент прозрения. Для вас это была полная неожиданность. Вы еще могли пытаться как-то найти взаимопонимание с человеком, но человек, скорее всего, очень быстро вам заявил о своем решении. Для вас это мог быть какой-то пункт, как точка невозврата, когда какая-то правда голая, жесткая, она вышла на первый план. А для человека, как ни странно, почему вот эта башня произошла? Потому что он выбрал что-то другое. И для кого-то из вас здесь могла проиграться ситуация предательства. Вы-то как раз не ожидали. Вы думали, что какие-то отношения словно на года, чуть ли не на века. А тут персона вдохновилась какими-то новыми возможностями. У кого-то, может быть, это касалось других отношений. Или когда человек предательства, просто какая-то иная концепция или вопросы, может быть, предпочел с более удобным разрешением для себя самого по финансам, по жилищной ситуации, по собственной какой-то стабильности, как ему казалось тоже. Он вот как раз предпочтел отношениям с вами. И для кого-то, я могу так предположить, даже проигралось то или те отношения, когда это долгие были отношения. Вы ведь были уверены, нам говорят. И вот почему, как гром среди ясного неба, а человек выбрал именно не вас. Он предпочел, или, может быть, даже, кстати, с учетом двойки жезлов, я могу предположить, что он мог надеяться на то, что у него получится удерживать какую-то двойственную ситуацию и вашим, и нашим. И как будто так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, то есть его интересы какие-то удовлетворены. Ну и вроде вот эта стабильность, чтобы продолжалась вместе с вами, но вы сказали нет. И для него это тоже было крах каких-то планов. Я могу предположить, что следом, разумеется, вы какой-то период времени пытались еще, может быть, кто-то возвращать эти отношения, к примеру, или пытались вести какие-то разговоры, чтобы найти среднеарифметическое. Если, к примеру, выступали в этом случае деньги или какая-то составляющая, имущество, жилье, вот что-то вот такое, да, вы пытались найти общий знаменатель или как-то с человеком договориться, но человек либо мог все ставить на паузу, либо мог пытаться заново манипулировать, и вы в итоге понимаете, что нет. Это то направление, куда я идти не хочу, глубокое разочарование. И тот вариант, который мне как будто этот человек может предложить, он мне совершенно не подходит. В конечном итоге это будет вот как эти 3 пустые кубка. И правда, закрыв дверь в прошлое, села я и заплакала. Давайте посмотрим. Ваша уже та перезагрузка, которая вас как бы учит проходить, или все же это еще тот период, который связан с той эпохой жизни, которая у вас уже случилась. Как развитие шли опять же дальше. Для кого-то из вас мог напрямую быть развод, потому что по карте Иерофант это как раз часто и проходит, как и бракосочетание, кстати, да, так и, может быть, проходит бракоразводные процессы, увы, и по тузу Пентаклей, это у нас следующий идет принц кубков, это могли быть как известия, новости какие-то, которые вас так вот обескураживали. Мы часто приходим в замешательство, когда мы что-то слышим. Мы все равно как-то пытаемся, словно все же по Иерофант, научиться отстроить свою жизнь по-новому. Но, значит, происходит еще что-то, когда мы, ну, как знаете, или мы входим в какую-то, опять же, паузу, потому что получаем известие и не знаем, как к этому относиться. Потом, с течением времени, мы понимаем, зачем это было нужно. Но, значит, следовал какой-то период, когда мы не знали, как вот отстроить свое будущее. Для кого-то из вас эти карты, кстати, могут означать, что у вас были какие-то отношения, может быть, с конкретным человеком, который вас вдохновлял, вроде бы поддерживал, который мог для вас открыть какие-то новые перспективы. И вы даже где-то могли из одних отношений, мои дорогие, как будто перейти в другие отношения. Но я не вижу, что это ваше было восприятие скорее того, что это надежно что-то. А по факту это была
Ну, может быть, как иллюзия, или это были просто доверительные отношения по части как вдохновения, или какой-то радости, или приятных минут, проведенных вместе. Может быть, вместе какого-то путешествия, может быть, и дружбы, которая, тем не менее, не закончилась каким-то продолжением более длительным, а она, скорее всего, закончилась тем, что вы опять были вынуждены принимать решение, поскольку все стало на паузу. И эта пауза, она, более того, не закончилась, а перешла еще в какое-то более длительное. Для кого-то эта пауза могла совпасть еще с тем, что пришел период, когда нехватка денег. И вот эта нехватка денег вас из какого-то нуля в какие-то вот отрицательные числа с учетом старшего аркана повешенный, но буквально вергла. И следом последовал очень сложный путь, вот, наверное, который и как раз ознаменовал ваш будущий рост. Когда выпадает принцесса мечей, это всегда, я говорю, особенно в этой колоде Таро иллюминатов, это прообраз Медузы Горгоны, которая, кстати, мои дорогие девочки, пострадала из-за своей наивности и доверчивости. Вы можете, как и на моем сайте, я не буду останавливаться подробно, так и во вкладке сообщества, именно по этой карте я описываю энергии Медузы Горгоны, когда мы уже себе навредить больше точно не хотим. Мы хотим праздника после победы. Это какое-то вы твердое решение процветать принимаете и отталкиваетесь, скорее всего, от того, что вы умеете делать хорошо. Для кого-то из вас вот окончание какой-то грустной истории, причем, может быть, даже двух историй. И прозрение могло побудительным мотивом быть, чтобы развивать саму себя, развивать свое творчество. Или просто желание иметь свой теплый, уютный дом, свой угол, мы говорим. Пусть для кого-то это был просто угол. Но я должна быть счастлива, я должна быть уверена. У меня должен быть якорь, вот как раз 4 жезлов якорь. Но посмотрите, видимо, судьбе угодно так, что вы не остаетесь словно в этом месте в одном, или вы не остаетесь вот только в этой плоскости, либо события развиваются таким образом, что, к примеру, я могу предположить, для кого-то начатое творчество или какая-то новая работа, которая могла быть связана с совершенно новой какой-то концепцией заработка, или с новой профессией, или когда вы что-то, у вас как будто по 6 мечей хватило и уверенности, и самое главное решимости отплыть от прежнего берега. И вы пошли вот так вот никуда. Но вот это мужество, оно, как знаете, высшие силы вдохновляются вами, вашей силой духа, и они поддерживают вас. И карта заслуженного успеха, тем не менее, в этой колоде называется, когда ты добьешься того, что ты хочешь. Что вам, может быть, пришлось пройти и какой путь у вас сейчас в связи с этим? Ну, вот опять же, не все, наверное, сразу складывалось. И если мы чаще всего 3 мечей, это такие жесткие переживания по поводу того, что произошло. Вот это предательство, которое случилось, оно для нас, знаете, как все-таки есть положительный момент, когда мы точно знаем, мы не хотим какую-то ошибку повторить. И мы более так беспристрастно, уже не осталось эмоций. Здоровое равнодушие. И вот от здорового равнодушия, может быть, вы встречали людей таких вот ненадежных, когда вам кто-то что-то обещал. Может быть, вас еще раз судьба сталкивала с каким-то человеком конкретным, который как раз и были эти самые обещания, но они ничем не закончились. И вы еще раз, словно я нашла какие-то грабли. Вот правда, у кого-то, посмотрите, и раз, и два, и даже три какая-то история, когда где-то интуитивно, скорее всего, вы чувствовали, что этому человеку нельзя доверять. Или какая-то ваша, может быть, и третья история, или, ну, какая-то история в вашей жизни, она развивалась очень быстро, и вы себе задавали вопрос, ну, не может так быть. С нуля сразу какая-то любовь приходит, или доверие, или какие-то обещания человек дает. Явно он в чем-то заинтересован во мне, или, может быть, у него
И еще хуже ситуация, чем у меня, а для вас уже ситуация. Вы где-то выбрали направление, вы уже точно знаете, что вы будете продолжать, чем вы будете заниматься. У вас хватает мужества идти вперед. Более того, вы еще можете вести за собой кого-то, понимаете? На вас еще уже где-то могут надеяться. И у нас вверху семерка жезлов. Это как раз когда вами, может быть, еще и хотят воспользоваться. Или применить вас к какой-то своей ситуации, потому что вот как человеку кажется или людям кажется, в том моменте, в котором вы оказались, он наиболее удобен для того, чтобы как раз вас и использовать. И вы в чем-то можете ставить точку. Вот хитрость и изворотливость вас словно этой хитрости, чтобы не попасться на удочку заново, вас учит жить жизнь или обстоятельства. Когда вы намерены твердо забрать свое и больше не согласиться на какую-то патовую, минусовую, двойственную ситуацию, когда вы в зависшем словно соотношении между кем-то и кем-то, либо между какими-то обстоятельствами. И вы готовы идти вперед и где-то быть хитрее. Самое главное, вот все, наверное, события, которые мы просмотрели, мало что мужества, наверное, мало мужества. Вам нужна, мои дорогие девочки, хитрость, ловкость, изворотливость. Окружение ваше вынуждает быть вот такой, в таких энергиях. Иначе без конца будет повторение какой-то прежней ситуации, и вот мы никак не сможем сдать этот жизненный экзамен. И жизненный экзамен сложен. Приходится как раз много работать для кого-то из вас. Может быть, кто-то даже на нескольких работах. Какая-то безмерная усталость могла прийти, потому что вы приняли важное решение. Может быть, продвигать какой-то свой проект или попросту много работать. Приходится, опять же, чтобы, как уравновесить, создать какой-то финансовый баланс. Знаете, были тут, может быть, и моменты, для кого-то, кстати, могло быть, опять же, какое-то новое знакомство или какие-то контакты с конкретным человеком, который вам тоже мог что-то обещать. Вот посмотрите, какой-то бесконечный путь, который строится из вашей доверчивости, мои дорогие. Из-за того, что вы, как верите, может быть, что вам человек пообещал какое-то содействие, или какой-то новый жизненный этап, или, мои дорогие, кто-то из вас находится в таких обстоятельствах, стесненных, а вам не остается ничего другого. Как будто каждого человека, который вроде как откликается в ваш адрес, вы пытаетесь то, что он транслирует, или то, что он обещает, в более таких вот настороженных энергиях переложить на самое себя и себе сказать: «Я попробую». Я допускаю, что ты мне наврешь или обманешь. Или меня потом в какие-то еще качели ты меня будешь пытаться затянуть. Но у меня сейчас нет выбора, потому что сложная ситуация, и я готова рассмотреть как раз вот это взаимодействие. И, может быть, какая-то история начала развиваться достаточно положительно, потому что колесо фортуны, вы где-то успели поверить в свою мечту. Или, мои дорогие, по колесу фортуны начал развиваться ваш проект. Вот проект определенно точно. Какие-то начались более позитивные изменения в вашей жизни, по крайней мере, по части финансов. Или это вашего творчества, или это связано с работой. Кто-то был просто замечен. Может быть, вы пытались работать, кстати, в интернет, осваивали новые профессии, у кого-то так. Может проиграться эта карта. У кого-то это могло быть знакомство посредством интернет. Вы осваивали, да, какие-то новые технологии. Или кто-то учил языки, и таким образом произошло знакомство. И вот эта фортуна была вами воспринята как шанс. И тем не менее это было как-то продолжено. И я могу сказать, что что-то хорошее вы из этого извлекли точно. Какой-то результат, мои дорогие девочки, вы точно получили. Но есть еще сомнения. Следующая карта. Есть еще незавершенная у вас какая-то история. Вы на данный период времени смотрите и наверняка думаете: и хорошо, наши отношения, чем это продолжится? Или то, чем вы заняты, ваш бизнес, ваш труд, ваша работа. Есть какая-то составляющая, когда вы, опять же, сомневаетесь, что-то не определено до конца. Вот теперь прошла какая-то конкретика и реальная жизнь, на что вы, по сути дела, готовы.
что вы готовы рассмотреть. Ну, собой, безусловно, не рисковать. А вы знаете, тут будут очень быстро развиваться события, может быть, в ближайший месяц от того, как вы смотрите это видео. И по аркану колесницы, когда мы точно не оглядываемся назад, у кого-то возможность, вы будете, скорее всего, либо переезжать по разным причинам, мои дорогие. Кто-то, может быть, не меняя местности, где вы находитесь, будете улучшать свое жилье. Или будет у вас такая возможность для себя сделать какой-то плюс. Может быть, кто-то из вас именно по работе, релокация офиса, или вам будет по работе что-то предложено, какой-то вариант, который тоже может быть связан где-то с переездом или со сменой именно жилья. Четверка пентаклей. С другой стороны, вам придется еще какой-то путь по четверке пентаклей, так затянуть поясок, это точно. Это то, что уже идет на последующие события. Для вас, посмотрите, тем не менее, судьба где-то будет улыбаться. По десятке кубков есть, как будто человек, или вы можете встретить. Может быть, эта карта еще и говорит и о доме, когда вы какой-то проект примете и останетесь довольны. Или вы для себя по аркану колесницы что-то меняете и опять же остаетесь довольны. Но дальше будет следовать еще и выбор. Может быть, это касается каких-то отношений. Но опять же, это не финал. Это какая-то, может быть, временная пауза, когда вы можете себе позволить передышку, когда вы можете уже себе позволить радость. Что-то доброе придет на ваш порог, мои дорогие девочки. Но следом вам нужно словно либо добавить что-то в свой труд, в свое творчество, в свой бизнес, себя организовать на какое-то новое дело или решиться на что-то. Принцесса жезлов, и карта нам в этой колоде говорит, как будто она вот шла по какому-то намеченному пути, фарватеру, и она остановилась. Почему? Выбор появляется вновь. И вот этот красный плащ, который за спиной у принцессы развивается, красный, в этой колоде имеют значение цвета. Это вы оказываетесь снова перед выбором, и словно Марс подталкивает вас в спину. Ну давай быстрее, быстрее принимай решение. Вас могут где-то подталкивать, а принцесса наша нет. Я должна сказать, что у вас следующий период для вас будет очень важен со сменой имиджа, когда вы больше будете заботиться о своем здоровье. Кто-то из вас может начать программу «Я худею», к примеру, или наоборот, «Мне нужно поправиться, потому что несколько я так силы подрастеряла». Но именно ваш вид внешний, мои дорогие, это то, за что вы купите, как будто, может быть, условно говоря, купите внимание противоположного пола. Или когда вы можете быть более популярным, как будто имидж, вопросы имиджа могут зависеть непосредственно от вашего внешнего вида, и вам нужно себя буквально изменить. И тут разные направления, у каждого по-своему. Но значит, у вас будут и средства себе это позволить, и нам где-то об этом говорят карты. Или потребуется даже какой-то просчет. Но я могу сказать точно, от своего плана вы не отступите. И вот такие энергии, которые следуют по королеве жезлов, это та, которая себе не готова навредить. Тема номер раз для вас, мои дорогие, в ближайшее будущее, это деньги и ваша работа, ваш статус и то, что надежно. И по королеве жезлов это та, которая умеет хранить молчание. Она не говорит о своих планах. Планы или идею ее можно украсть, а счастье и удача любят тишину. Вы готовы воспользоваться любыми возможностями, которые вам предоставит судьба. Вы словно как губка готовы впитывать любую информацию, чтобы для себя найти либо ответы на ваши сегодняшние вопросы, либо понять, как быстрее и надежнее решить какой-то вопрос, который у вас на повестке дня. Какой-то необходимый идет период скрытности, и не случайно у нашей королевы черный кот. Никому не расскажет, что она собирается делать. И помните, от всего пункта, когда вы смотрите это видео, молчание вам помогает. Потому что вы можете пробовать разные проекты. Вы можете пробовать или присоединять. Вы знаете, тут развитие, становление. Вот действительно императрица идет, мои дорогие девочки. Когда вы с нуля создаете себя сами. Из какого-то дна, может быть, когда вам сложно пришлось не просто какой-то период преодолевать, а еще и силы найти, чтобы от дна от этого оттолкнуться, поверить в себя.
и в то, что вы можете. И вы теперь не готовы рисковать. И может быть опроба или апробация каких-то ваших задумок, тем, проектов. У вас еще что-то, это как предстоит. По принцессе Пентаклей, вот она один Пентакль несет торжественно, мои дорогие. Где-то вы будете себя правильно просчитывать, потому что вопросы имиджа, я сказала, для вас будут очень важны. И внешнего вида. Здесь как будто к вам может прийти богатство, мои дорогие, или более успешное ваше продвижение, или, может быть, более успешное решение вопросов личных именно, или когда вы можете найти другого человека, может быть, в другом социуме. Кто-то мог поставить перед собой планы, и я именно хочу быть на другой лестнице иерархии, среди других людей. И даже если меня жизнь вот так словно сбросила окончательно в минус на дно, то теперь я поднимаюсь, и я уже теперь поднялась. Теперь мне самое время совершить эту самую перезагрузку. Но все же в ваших планах есть прогресс. И вот этот пучок колосьев это опыт, а это правильный финансовый расчет. Какая-то ваша новая финансовая стратегия, тактика. Или, может быть, когда вы будете, как, знаете, что-то даже изучать, как финансовую грамотность. Может быть, у кого-то деньги вот как раз совпадет с тем, что и я делаю расклад, когда у нас уже Плутон в знаке зодиака Водолей, но еще и много транзитов, которые предстоят в знаке зодиака Телец. И, в принципе, ожидаемо, что могут меняться фондовые рынки, могут меняться и также рынки валютные, вообще сама по себе концепция электронных денег, тут тоже может меняться. Очень много перемен. И вот вы как будто понимаете, мне надо идти в ногу со временем. Где-то требует от вас прижимистости, правда, или нового какого-то расчета. Но есть и опыт, на который вы можете опереться. И вы знаете, у вас получится. Карта эгоиста. У вас настанет тот период, когда вы понимаете, да, я уже эгоист, я могу быть эгоистом. Это карта, ну, процветания, по сути дела, и самодостаточности. Вот вы достигаете, приходите к тому, что, по крайней мере, какой-то денежный вопрос у вас точно, у вас под контролем, и вы уже чувствуете свою собственную силу. Но на этом, наверное, сюрпризы не заканчиваются. Посмотрите, есть какая-то новая история любви. И нам еще не говорят, чем это может закончиться. С одной стороны, двойка кубков. Прекрасная карта может говорить о тех людях, которые понимают друг друга с полуслова. Они словно интуитивно считывают друг друга. И карта Луна, с одной стороны, проигрывается как эмпатия. Когда вы можете опять планировать с кем-то совместное проживание, или даже выбирать жилье, или готовить как-то жилье, строить, опять же, планы какие-то. Но аркан Луна еще такой, знаете, когда есть, ну, как силуэты, но конкретики никакой. И поэтому карта нам говорит, есть какие-то или будут у вас, мои дорогие девочки, отношения, в которых важно не торопиться. Да, вполне вероятно, Кадуцей, который изображен в верхнем правом углу, будет говорить о важном человеке в вашей жизни, который вам послан судьбой. Но мы ведь еще пока не знаем, давайте будем реалистками, для чего послана эта персона. Может быть, еще раз для опыта, Господи, для чего же этот опыт? Пусть лучше бы для счастья. Но, тем не менее, вот ход небесных фишек мы изменить не можем, поэтому себя сохранять. И когда выпадает карта Луна, у вас будет великолепно работать интуиция. Вы как будто просчитать что-то можете, предвидеть. Слушайте самих себя. Вы прошли такой сложный путь, что вы, как маги и волшебники, вы уже наперед все знаете абсолютно. И для вас нет ничего невозможного. Это точно. Давайте посмотрим следующий ряд карт. Как для вас будут дальше еще разворачиваться события. Все то, что я сказала, посмотрите. У вас выпадает Верховная Жрица. Это карта, безусловно, тайных знаний. Для кого-то из вас вы начнете или уже начали заниматься Таро. У кого-то астрология, у кого-то руны. Это вы ищете что-то иррациональное. Потому что, понимаете, именно, может быть, иррациональное. Или то, что я делала или занималась тем, чем прежде я не занималась. То, что я сама себя смогла переформатировать. В этом моя сильная позиция. И у меня все получится.
Вы верите в невозможное, вы верите в свою звезду, в то, что у вас получится что-то осуществить. И правильно делаете, мои дорогие. Но если мы тут говорили, вам выпадала королева жезлов, я говорила хранить молчание. Помните, верховная жрица, это основано на первых картах Ля Папеса. Это тот исторический факт, который обсуждается. Есть и фильмы, есть множество и книг, статей, таких более популистских, когда описывается эта ситуация. Так вот, во главе католической церкви был период, когда стояла женщина, а не мужчина. И она скрывала свое женское составляющее под мужским платьем. Это ей, однако, не помешало добиться высот и стать папой. Но она умела как раз скрывать. И для вас совершенно необходимо быть на своей волне, мои дорогие, потому что вы не можете кому-то довериться. И даже пусть этот партнер по судьбе, но мы не знаем, для опыта или для счастья пока, повторяюсь в очередной раз. Но где-то, может быть, и карты Таро, может быть, и вам нужно как раз что-то подобное развивать. Кто знает, по крайней мере, это какая-то восхитительная подсказка, когда она вам будет помогать, это точно. И мы идем дальше. Так вот, посмотрите, вы, видимо, вот какую-то свою мечту должны притворить в реальность. Или из какого-то хаоса или выбора создать порядок, создать теплый уютный дом. Для кого-то из вас, может быть, создать семью, создать надежный бизнес. Или ваше прочное положение по социальной лестнице, вашу стабильную какую-то, может быть, и работу. Но я так вижу, что это все сферы вашей жизни в одном балансе находятся. И для этого совершенно необходимо еще какой-то путь идти, как отшельникам. Еще в одиночку, да. И по аркану как раз королева Пентаклей. Для нее нет ничего невозможного. Почему? Потому что она теперь точно знает, что ее какая-то задумка или мечта, стоит ей только захотеть, она найдет способы превратить это именно в нашей реальной жизни на физическом уровне. И для вас, правда, нет ничего невозможного. Но по этой части вам нужно надеяться на саму себя. Для вас будет очень важно буквально быть милосерднее к самой себе, чем-то вдохновиться, от чего-то не отказаться. У вас буквально вдохновение, или, может быть, вот эти отношения у кого-то проиграются. Вам, мои дорогие девочки, даны именно для того, ну вот как это самое вдохновение или как получение приятных эмоций. Пусть это связь с кем-то, или нам не говорят про страсть, кстати. Обе карты, они такие достаточно холодные, я бы сказала. Значит, это вы, такая реалистка, вы очень правильно видите, что да, в любой момент меня могут подвести. Поэтому самая главная концепция себе не навредить. И продолжая такие отношения, они и правда вас словно напитывают этой эмпатией. Или для вас все равно какие-то возможности раскрывают. Поэтому не забегайте вперед. Часто по принцессе кубков нам говорят: ты не торопись. Умей насладиться моментом. Умей, может быть, использовать даже какой-то маленький плюс. И сделать из этого плюса что-то более грандиозно доброе для самой себя. Потому что и из этого кубка, из приятных эмоций выглядывает рыбья голова. А рыбы, мои дорогие, это деньги, это благополучие. Для кого-то смена места жительства, переезд, причем или поближе, или подальше, или новая концепция бизнеса, построение работы, осуществление ваших амбициозных планов. То есть, как ни странно, материальное строится где-то и на внешнем виде, и на том, что вас вот именно напитывает этими эмоциями. Это, по крайней мере, для вас важно. И посмотрите, не будет какая-то история долгопатовая, может быть, вот, кстати, по аркану отшельнику, он идет вперед медленно, так и вы медленно продвигаетесь. Но принц жезлов говорит, что в какой-то момент последующий, и вы, конечно, можете загадывать свои сроки, но поверьте, мы без предельных каких-то сроков все же начали наш расклад, потому что у каждого своя жизненная ситуация. Но так, если вот немножко обозначить, я так вижу, может быть, месяц, два, максимум 3, что-то будет убыстряться.
По принцу жезлов будь готов к неожиданностям, нам говорят. И дальше у нас следует, это могут быть как внешние какие-то события, или, может быть, вы узнаете какую-то новость, и она будет касаться денег. Вы будете, и я могу предположить, как будто, ведь это всегда карта недостатка. Недостатка, кстати, по деньгам. Может быть, какой-то прежний уровень вас уже не устраивает, а для кого-то это вы, может быть, уже будете планировать жилье в совершенно новом качестве, или то, что вы задумали, но это предполагает новый уровень дохода. Может быть и недопонимание с человеком, но все ваши действия направлены, чтобы именно это как-то преодолеть, и у вас это получается. Восьмерка кубков – это когда мы ищем выход, и мы находим. И для вас дальше какая-то перезагрузка. Вот и перезагрузка, причем вы должны использовать самые разные возможности. Вам, скорее всего, последующие, может быть, месяца 2-3, придется для кого-то осваивать новые технологии, для кого-то учиться чему-то новому, буквально у кого-то. Это может проиграться, кстати, у нас двойка пентаклей – это легкость на подъем. Кто-то будет решать вопросы по части вашего автомобиля, вот, кстати. Кто-то пойдет учиться на права, кто-то будет осваивать новые технологии или добавлять к своему уже теперешнему труду или существующим каким-то направлением вашей деятельности или в вашем бизнесе, как расширение какое-то, но методом каких-то аккуратных проб и чего-то нового изучения. Или, и когда вам могут предлагать что-то, какие-то возможности могут открываться. И для вас, мои дорогие девочки, будет очень важно попробовать каждую. Не отказаться. Потому что наверняка, еще пока мы не знаем, получится за знаком плюса или нет. Но отказавшись, вы ведь не знаете. Может быть, поначалу что-то выглядит криво, а потом это будет ой-ой-ой, какой вау-успех. Поэтому вот когда выпадает в этой именно колоде, нам карта говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. Вот значит, какому-то знаменателю вы еще и новые дополнения или какие-то новые желания, новые концепции будете вот так вот через апробацию проходить, чтобы с чем-то определиться. И у вас, мои дорогие, вот уже вижу, какая сильная. У нас карта выпадает сигнификация. Посмотрите, у вас что-то получится. Десятка пентаклей. Вот к чему идет императрица? Теплый, уютный дом, надежное место, надежные люди, семья. Может быть и построение карьеры где-то через все-таки деньги. Это карта благополучия по максимуму. Десятка пентаклей. Связь поколений, мои дорогие. Это то, к чему мы все стремимся. Вы знаете, люди из прошлого или какая-то история может быть и продолжена, кто знает. Я не могу, кстати, отрицать, что вот этот союз, вот в этой колоде двойка кубков – это все-таки искренние отношения. И шестерка кубков, я увязываю эти две карты, значит, есть какие-то отношения, которые будут продолжены. Но, может быть, в каком-то новом ключе. И все же нам говорят об искренности. Есть, хоть и называют шестерку кубков карта ностальгия, но часто проходят те люди, которых мы уже знаем. Для кого-то может проиграться, вот как раз была дружба. Та дружба, мы ведь говорили тут не о страсти, тем не менее. Так вот, была какая-то дружба, которая может перерасти или перейти на новый этап. Пусть она даже дружбой продолжится, но вы друг друга как и вдохновляете, так и как бы взаимоподдержка, взаимообогащение через приятные эмоции. И для кого-то может быть совместный даже бизнес. Но самое главное, именно в этой колоде, я говорила, цвета имеют значение. Обратите внимание, двое детей. Мы только в детстве бываем свободны от какой-то меркантильности. И у двоих детей белые волосы. Белый – это символ чистоты. И поэтому какие-то точно отношения чистые, надежные, искренние можно как раз построить. Вверху у нас карта десятка пентаклей, который говорит о наших близких. Король жезлов – это может быть для кого-то даже новое знакомство. Но примите во внимание, у нас выпадает и шестерка жезлов, да, мои дорогие девочки. Для кого-то эта карта будет говорить, что это вы будете вот в таких мужских энергиях. Для кого-то это будет важное решение. Опять же, белые перья вокруг челмы у нашего короля. И это какие-то, знаете, это как правда или быть честным с самим собой в первую очередь. Он никуда не торопится. Значит, как минимум, будет какой-то вопрос, который вам нужно решить однозначно. Или вы будете
выбор, как жизненно важный выбор вы будете делать. И посмотрите, следом туз мечей, вот он как раз обоюдоострый, как будто ни направо, ни налево, а только полный вперед. Полный выход из лабиринта. Ваша победа. Но это та победа, которую вам придется контролировать. Только победитель, и он у нас в этой карте представлен с таким уставшим лицом. Он знает цену победе. И он знает, вот, что вот эта толпа, которая сейчас ему рукоплещет или буквально поклоняются, вот прорисованы, точнее, персонажи на этой карте, но он знает, что толпа переменчива. Людское мнение – это ничего не значит. Я надеюсь сам на себя. И эту победу я буду удерживать в своих руках прочно. Это вы будете удерживать свою победу в руках прочно, мои дорогие девочки. Да, тут такой путь императрицы. Но вы будете что-то дальше изучать. На этом все не оканчивается. Вы из этой даже какой-то еще победы, посмотрите, императрица, уже благополучия вы достигаете. Но значит, путем каких-то еще важных решений, последующим еще какая-то победа. Жезлы, дела, работа, бизнес, деньги. И для вас, для кого-то из вас это совершенно новый уровень финансового дохода. Или новый статус по социальной лестнице. Но на этом вы опять не останавливаетесь. Это бесконечный путь наверх. И по тройке пентаклей нам как раз говорят, что мы снова словно будем сдавать жизненный экзамен. И мы его должны пройти, сдать очень хорошо. Ух ты! Солнце. Когда вам придется это солнце, опять же, удерживать по аркану умеренности. Следом последует тот период, наверное, когда, где-то спокойствие должно быть. Или правильная оценка обстоятельств вокруг. Вы, мои дорогие, должны удерживать как и победу, так и свое солнце, свои достижения, возможности, как и по части финансов, как и по части вашего дома, местонахождения, каких-то, может быть, отношений. Очень как-то крепко, надежно в своих руках. И ни одна карта не говорит, что тут какое-то доверие. Может быть и есть, но только один человек, кому вы будете доверять. Все же будете больше основываться на своих собственных возможностях и, самое главное, на доверии самой себе. Уж вы-то себя не подведете. Но будьте готовы к тому, что аркан умеренности как раз и может означать, как вроде ничего не происходит. Но ваша следующая ступень, как саморазвитие, быть готовым где-то к неожиданностям, потому что по ней проходят не случайные случайности по этой карте, по этому старшему аркану, именно в этой колоде, как подсказки высших сил. И опять какой-то, мои дорогие девочки, марафонский забег, хотя иногда принц Пентаклей может говорить о каком-то очень важном человеке, или пусть это будет у кого-то касаться партнерских отношений по бизнесу или вашему развитию. И тогда это тот человек, который может вам буквально где-то чем-то помогать, как и деньгами, или оказывать содействие, может быть, в оформлении документов. Проходит помощь по принцу Пентаклей. Но чаще это как раз, когда мы и учимся, и идем вперед, вот так аккуратно, неспешно. Вот после карты Солнца нет какой-то синкопы. И, может быть, и будут какие-то рациональные решения. Я это вполне допускаю. Но в конечном итоге все равно ритм вашей жизни, он более неспешно уравновешенный, потому что это солнце вам придется удерживать в руках. И у вас последующий вот от того момента, как вы смотрите это видео, поверьте, 6-8 месяцев – это очень важный период в вашей жизни, как раз когда вот эти или подобные ключевые события, которые нам сегодня раскрыли карты, они как раз могут произойти. Где-то и удерживать придется, может быть, и отношения, может быть, и саму себя от поспешных действий, принимать какие-то важные решения. Вам тоже придется, как выход из лабиринта все-таки нам выпадал, и это что-то однозначное, мы не можем пойти в две стороны, может быть, и обстоятельства, у кого-то это будет обстановка вокруг, когда потребуют тоже от вас таких
серьезных решений, словно даже мужских, может быть, мои дорогие. Но победа, она уже у вас как будто на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые императрицы, мои дорогие, любимые девочки. Буду благодарна вашим комментариям. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.